Одна история закончилась. Вот такой вот мой любимый автомобиль, который я очень сильно любил. Если вы видите на дорогах Тулы и Тульской области, обязательно моргните. Катится квадрат, днем несколько дел. Вчера не было на бенз, сейчас смотри, полетел. Результат придет, если долго подел. Позади оставив пыль тем, кому на хвосте. Катится квадрат. Друзья, рад вас приветствовать на своем канале. И сейчас вы можете увидеть мой новенький автомобиль. Geely Coolray продан за 1 970 000 по цене нового москвича. Но, к сожалению, на момент записи ролика москвич у нас опять подорожал. В принципе, как и все автомобили, ввезенные после 1 августа, и учитывая, что утилизационный сбор у нас подорожал. Данный автомобиль я купил из Кореи. Бюджет на покупку автомобиля был 2,8 миллиона плюс 200 000. Я понял, что автомобиль я в любом случае буду покупать бэушный. Нового китайца, такого как Чанган КС-55 плюс, мне он интересен, но все-таки я решил не идти по тем же стопам, не наступать на те же грабли, и не стал присматриваться к нему, и учитывая, он в принципе по габаритам не сильно больше, чем Geely Coolray. Далее я также посмотрел на Chevrolet Orlando. Немного я в нем разочаровался, новым Orlando из Китая. Объясню сейчас чуть-чуть позже почему. И, конечно же, Geely Manjaro. За ту сумму, которую я показывал в своем обзоре, за 2,8 миллиона, он бы стоил, в принципе, я еще подумал бы, наверное, купить его или нет. Но за то, сколько просят наши официальные дилеры, сумма доходит до 6 миллионов, а этот автомобиль нет смысла покупать без гарантии, так как содержание его намного дороже, чем вот этого европейца. Ну и, конечно, когда вопрос встал покупки автомобиля из Европы или Кореи, я смотрел между Seat Terraco. Это классный автомобиль, аналог Шкоды Кодиака. К сожалению, он очень похож на Geely Manjaro, и таких фишек, как есть в этом автомобиле, в нем мне было недостаточно. Но у него, конечно, есть полный привод, которым, в принципе, мне особо сейчас в данный момент эксплуатации жизненной не нужен. Далее я присматривался к Renault Espace 5-го поколения. Очень интересный французский автомобиль, но мне в нем не понравились чуть-чуть дизайн и кресло. Сзади ехать на нем высоким людям, пассажирам будет очень некомфортно, так как спинки сидений не регулируются. Дальше я присматривался к Kia Sorento, Sorento Prime. Очень многие его везут из Кореи. Sorento нового поколения выходило бы 3,5 миллиона в топе, в жире, гибрид на переднем приводе. Хотя можно было, в принципе, выцепить и полноприводный. Тут уже по бюджету я не проходил. Ну и Sorento Prime. Очень такой старенький автомобиль. Новый он стоил у нас 2,6 миллиона, когда он продавался в 2019 году. Но в целом не хочу опять пересаживаться на корейцев. Хочу возвратиться на европейские автомобили. Ну и, конечно же, когда вопрос стал цены, я еще смотрел на Samsung QM6. Это тот же самый Renault Koleos, Nissan X-Trail. Его можно купить за 2200 и выше, в зависимости от состояния. Главные критерии при покупке автомобиля были вместительный салон, третий ряд сидений, отсутствие тоннеля задних пассажиров, ну и, конечно же, память сидений и трансформация багажного отделения, чтобы можно двигать задний ряд сидений на салазках. И, как вы поняли, я выбрал именно Peugeot. Peugeot я снимал на своем канале. В 2021 году я брал рестайлинговую модель. Это сейчас вы видите Дорест. И объясню в этом видео, почему именно Дорест. Расскажу о плюсах и минусах именно моего автомобиля. Ну и самая главная задача была купить в данном ценовом диапазоне и с пробегом до 40 000 километров пробега. Данный автомобиль я купил и нашел в Корее. Стоимость данного автомобиля в топовой комплектации GT составляет 1 750 000 рублей. Так как этот автомобиль дизельный на 2 литра, таможенную пошлину я заплатил около 540 000 при курсе 93. Ну и сам автомобиль под ключ вышел мне 2 660 000 плюс 170 000 за логистику из Владивостока до Москвы. Многие смогут на этом сэкономить, когда будут задаваться покупкой автомобиля. Может быть, кто-то слетит во Владивосток и получит с таможни свой автомобиль. Ну вот у меня получилась вот такая сумма, 2 830 за данный автомобиль. Когда я снимал автомобиль
2021 году в топовой комплектации за 2,9 миллиона, плюс небольшие опции, как люк, ну и массаж сидений, можно было забрать автомобиль за 3 миллиона 100 тысяч рублей. Обзор у меня есть на канале. Очень интересный автомобиль. И как я помню, в своем ролике я сказал, что эти автомобили Peugeot именно есть смысл покупать только на вторичном рынке, так как эти автомобили заявлено изначально стоят дороже, чем их конкуренты, например, на уровне Skoda Kodiaq, ну и он был дороже Kia Sorento Prime в свое время, когда он продавался на российском рынке. Ну и сейчас я хочу сказать по поводу габаритов этого автомобиля. Автомобиль у нас 7-местный, передний привод. Он длиннее на 311 мм, чем Geely Coolray, шире на 44 мм, выше на 37 мм, ну и больше колесная база на 240 мм. И независимо от того, что данный автомобиль агрегатируется вместе с 18 диаметром колес, размерный шин 225 на 55, я именно специально выбирал эту резину для того, чтобы можно было оставить резину с продажи моего Coolray и эксплуатировать на этом автомобиле. И у меня будет как раз 215 ширина. Как я уже сказал ранее, автомобиль я купил с пробегом 23 700 километров. И резина у меня используется Continental Conti Cross Contact LX2. В целом, очень многие ее хают владельцы среди Peugeot-водов и говорят, что можно словить на заднюю ось аквапланирования. Вот вы в видео можете увидеть, как это обычно происходит. Действительно, очень опасная ситуация. Я пока в плохую дождливую погоду и снежную не ездил. Посмотрим, как она себя покажет. Но минус, конечно, то, что автомобиль у меня капсула времени и резина 2018 года, но процент износа всего лишь 5-7% самого протектора. В целом это большой плюс, но с другой стороны, пятилетняя резина всегда теряет свои свойства на мокром асфальте, ну и в целом за эксплуатацию. Очень многие не купят этот автомобиль по двум факторам. Первый фактор: задняя подвеска, используется обычная балка, но она подруливающая. Честно говоря, скажу, после того, как я эксплуатировал Geely Coolray, этот автомобиль при проезде на неровностях, на плохих дорогах ощущается как полноценная многорычажка, и очень приятно ездить на этом автомобиле по плохим дорогам. Стыки мостов он также с легкостью начинает проглатывать, и мы совершенно не чувствуем ход работы подвески в этом автомобиле на трассе, ну и в целом в обычной городской эксплуатации. Единственный момент, когда выдает себя балка, это при проезде по трамвайным путям и проезжаем рельсы. Тогда уже чувствуется работа балки, а не многорычажки. Но в целом для меня это не проблема. Здесь также установлены специальные такие баферы на отбой. Они срабатывают при сильных ходах подвески. Если вы сильно попадаете в яму, то с легкостью оно демпфирует об кузов вашего автомобиля. И получается такой эффект пневмоподушки. В целом автомобилем я очень доволен, но сейчас я более подробно расскажу про его агрегаты. Открываем капот. Открывается он одним взмахом. Я дополнительно установил упоры капота. Они у нас не стоковые. В целом они держат конструкцию правильно, грамотно. И таких мучений, как было на моем Coolray, когда я менял два вида амортизаторов, и они как-то все-таки либо мешали кузову закрывать правильно по геометрии капот, либо они разгерметизировали через крепление фар, разгерметизация фарного блока. Но в целом я решил их снять от греха подальше и использовать обычную кочергу. Здесь же такой проблемы нету. Ну и в целом автомобиль мне очень нравится по своей динамике. Здесь вы можете увидеть дизельный двигатель на 180 лошадиных сил. В зависимости от автомобилей, которые продавались у нас в России, они шли дефорсированные на 150 лошадиных сил. Здесь же мы получаем полностью сток для европейского и корейского рынка, 180 лошадей. Мой автомобиль в комплектации GT. На Россию поставлялись автомобили в комплектации GT Line, и она сильно была урезана по сравнению с данным автомобилем. И самый основной момент, который будет отличаться от автомобилей, которые продавались в России, это блок дополнительный балансировочных валов.
в Geely Coolray он также присутствовал для того, чтобы было меньше вибраций на кузов и на руль. И действительно я скажу, что благодаря им, по сравнению с обычным автомобилем Peugeot 5008, который есть у моего брата, в этом автомобиле вибрации меньше, и когда ты сидишь в пробках, вибрации на руль ты не ощущаешь вовсе. Но на кузов небольшие вибрации передаются по сравнению с бензиновыми двигателями. Но учитывая, что сам двигатель дизельный, я считаю, для дизеля этот двигатель работает супер как бесшумно. А также отличие, когда я делал ТО в этом автомобиле, действительно, обычно все покупают 6 литров масла, сюда вошло около 4,5 литров. И все это из-за тех же самых балансировочных валов. Потому что в машинах без блока балансировочных валов заливается моторного масла на литр больше, чем в автомобиле, в котором есть данный блок. Ну и отличается он также, что агрегатируется он 8-ступенчатым автоматом Aisin. В целом коробка работает замечательно. Я также имел эксплуатацию этого автомобиля до Реста на автомобиле брата. У него точно такой же автомобиль, но для российского рынка. У него стоит 6-ступенчатый автомат, и вот тут, конечно, чувствуются толчки, дергания, но с этой коробкой от Aisin никаких проблем я за эксплуатацию не выявил, но настроили Peugeot Citroën ее не так идеально, как могут настроить, например, европейцы либо китайцы, на удивление. Потому что когда я тестировал Geely Tugela и Geely Manjaro на 8-ступенчатом автомате, немножко другая генерация, но в целом линейка-то у них одна, то там я не видел такого момента, когда ты стоишь в горку, никаких отталкиваний назад не было. Здесь они все-таки присутствуют. И когда вы на горке стоите в пробке, включается у вас система старт-стоп автоматически. Ее можно отключить постоянно при запуске двигателя, но, честно говоря, я пока особо так не привык, потому что все равно система старт-стоп очень сильно убила стоковый вартовский аккумулятор. И я уже заменил на другой аккумулятор и смотрю, как идет дела у нового аккумулятора. Он 2021 года. Решил купить подешевле. Посмотрим, насколько его хватит. Лошадиных сил в данном двигателе 181 и 400 крутящего момента. По сравнению с моим Coolray, Coolray эксплуатировал на стоковой белорусской прошивке на 180 лошадиных сил. Там было крутящего момента 255. И могу сказать, действительно, на 15% Coolray едет намного быстрее, чем этот автомобиль. Все-таки у него имеет место быть более больший вес. Ну, из самой коробки есть два типа. Первый тип — это обычный комфортный режим. Второй тип — это спорт режим. И в целом, когда вы переходите в спорт режим, это очень напоминает обычный комфортный режим на Geely Coolray. Машина начинает переключать намного быстрее передачи. Ну и едет намного динамичнее. Бачок омывателя у нас должен быть меньше, пока я не смог выявить его полный объем. Обычно для европейских и корейских машин используется менее объемный бачок омывателя, чем для российского рынка. Ну, посмотрим, время покажет. Очень нравится, что есть выделенная минусовая клемма на аккумуляторе, и действительно его очень удобно заряжать, но и также, если вы захотите, прикуривать. По поводу двигателя мы имеем чугунный блок цилиндров, ну а также турбина Garrett. Имею я эксплуатацию на автомобиле Citroën Jumpy с точно таким же двигателем. Турбину я уже менял на том автомобиле на 137 тысячах километров пробега. За автомобилем сильно не ухаживали, но постоянно, периодически делалось обслуживание двигателя, ну и самого автомобиля в целом. И за момент эксплуатации я только был доволен этому двигателю, он очень тяговитый. А если сравнивать с Geely Coolray, учитывая массу автомобиля 2 тонны 280 килограмм, по сравнению с Coolray, тонна 715, он на 335 килограмм тяжелее. Но интересный факт, этот автомобиль имеет грузоподъемность 530 килограмм по документам, по моим документам, но по факту она должна быть 665 килограмм. Это для российского рынка. Скорее всего, из-за того, что здесь стоит система AdBlue. И как раз тот факт, который я говорил, что вы не купите этот автомобиль. Сзади у нас стоит блок мочевины. Сам бак в автомобиле на 65 литров дизтоплива. И на 17 литров у нас бак AdBlue системы, для того, чтобы расход уменьшался на 5%. Ну и был выброс дизеля выхлопа дизеля намного меньше по сравнению с другими автомобилями. Евро 6. Стандарт здесь 6,2. Но, опять же, по документам мне
в лаборатории сделали 4 класс экологии. Это, конечно, очень странно. Скорее всего, экология на евро 6 стоит намного дороже, поэтому люди, которые завозили этот автомобиль, а именно лаборатория, не стала заморачиваться с испытаниями и заполнением документов на более сложный экологический класс. Ну и, конечно же, договариваю я момент свой по поводу проблемы, которую вы не будете покупать этот автомобиль. В нем отсутствует запаска. По сравнению с российским рынком, в автомобилях, в принципе, они были вариации с запаской, с бензиновыми двигателями. Ну, в принципе, как-то это можно было сделать, но здесь, в этой модификации, это сделать нереально, только потому, что даже если вы удалите бак AdBlue, то сама выхлопная банка вам не даст возможности разместить еще дополнительно запасное колесо. В этом действительно есть такая проблема. Капот в автомобиле очень легкий, так как используется алюминий. И давайте замерим с помощью нашего прибора Atari 700 Max, который может оценить оцинковку горячего метода. Здесь мы получаем 114-100 микрон лакокрасочного покрытия и алюминий. Также боковые крылья у нас тоже сделаны из алюминия. Конечно, я понимаю, что при эксплуатации это довольно-таки дорогостоящий ремонт, но в целом самое главное, что никакой ржавчины, как было на Джили, я с этим не столкнусь. Также можно отметить, что когда я вам показывал, здесь никаких очагов ржавчины нету. Также забыл сказать по поводу автомобиля. Этот автомобиль произведен 13 сентября 2018 года, но эксплуатироваться он начал в декабре, 28 декабря 2018 года. По сути, им пользовались только 4 года, ну и, соответственно, 23 тысячи километров пробега. И сейчас я, конечно же, перейду в обзор салона, но давайте мы с вами посмотрим на интересные фишки этого автомобиля. Лобовое стекло в идеальнейшем состоянии, оно не затерто ничем, никаких сколов нету, фу-фу, конечно, и используется остекление Saint-Gobain Securite. Также панорамный люк мы можем увидеть в автомобиле, и тоже используется Saint-Gobain Securite на двух частях остекления. Далее, друзья, хочу показать отличительную черту этого автомобиля, то, что у него маленький пробег, это поводки дворников. Они в идеальном состоянии, никаких сколов, окисления, ничего нету. Так мы все знаем, что используется в дворниках чаще всего либо оцинкованная сталь, либо алюминий, и он начинает так пузыриться и спучиваться. Краска на них. По поводу, кстати, сколов, здесь есть скол, его уже изначально подкрасил сам кореец, но в принципе проблем с этим не возникло. Я думаю, в дальнейшем проект у меня будет интересный с этим автомобилем. Автомобиль только для семьи, для удобства передвижения. Следующие приколы этого автомобиля — это встроенные форсунки омывателя лобового стекла в поводки дворников. Очень хорошо и обильно чистится лобовое стекло, а также, в принципе, не сильно расходует омывающую жидкость. Также, как в Coolray, есть дефлекторы для отсекания воды с лобового стекла, чтобы у вас всегда боковые стекла были чистые. Тоже замечательный плюс, но некоторые пользователи на странность клеят еще дополнительные дефлекторы, как будто им это не хватает. Крыша в автомобиле также имеет оцинковку, да и вообще в целом весь автомобиль оцинкованный. Тут у нас двойной окрас, 160-180 микрон и оцинкованная сталь. Небольшие затертости в принципе есть, но сколов на этой части я не вижу. В принципе, это одна из уязвимых мест в автомобиле, в любом автомобиле, но на китайских оно более уязвимо, так как чаще всего китайцы, например, в Geely Manjaro, не используют горячую оцинковку, не гальванику, а используют обычный катафорезный грунт, и при нашем климате очень часто начинается ржавчина. Далее мы видим блок камеры, который размещен на лобовом стекле. Камера считывает дорожные знаки, а также используется адаптивный круиз-контроль первого поколения, то есть машина держит дистанцию за впереди идущим автомобилем, а также подруливает вам, если вы пересекаете разметку. Очень удобно сделано. Честно говоря, когда я тестировал первое поколение в других автомобилях,
очень часто она вмешивалась в вождение водителя, а здесь она слегонька, если вы зазевались, немножко вам подрулит и вернет вас в вашу полосу. Сделано очень удобно, грамотно, и я считаю, прям замечательно. Далее, конечно же, друзья, сделаю отдельный ночной обзор, чтобы не затягивать это видео, но хочу отметить вот такие факторы. Здесь у нас используется логотип Peugeot, он проецируется на низ асфальта, когда вы открываете автомобиль в ночное время. Ну и также вот здесь у нас есть обтекатель, чтобы эти пачки, скорее всего, для того, чтобы меньше скапливалось воды на вашем боковом зеркале. Странно, что он используется только в одном зеркале, во втором такой опции нету. Также, друзья, вот вам ВИН автомобиля, вы можете его пробить по базе Peugeot Citroën и проверить все сервисные акции, которые были в автомобиле. Почему также я купил автомобиль именно в Корее? Корея небольшая страна, а именно Южная Корея, и пробеги в автомобилях у них не такие большие. Ну, и в целом люди очень хорошо ухаживают за своими автомобилями, ну и они такие же колхозники, как и мы, любят их тюнинговать. И этот автомобиль не исключение. Что мне не нравится вообще во всех французах? Дизайну, конечно, мы вернемся чуть попозже, но это обилие хрома. Здесь у меня, в принципе, хром в хорошем состоянии. Снизу хром начал цвести. Ну, я бы не сказал цвести, а началось такое окисление хрома в некоторых местах. И в целом тут поможет только антихром. Очень часто люди показывают в своих видео, да и в своих фото эксплуатации этих автомобилей на пробегах к 100 тысячам начинается вспучивание этого хрома. В целом, да, он смотрится, конечно, эффектно, но я не вижу смысла ездить в таком состоянии с хромом и считаю лучше, чтобы все-таки он был не блестящим, а обычным матовым. Я этим займусь чуть-чуть позже. Следующее, что я хочу рассказать в автомобиле, это тонировка. Все автомобили, которые привозятся из Кореи, вы можете увидеть отличительную черту, логотип фирмы, которая занимается тонировкой в Корее. Ну, это такая отличительная черта автомобилей. Заднее остекление не имеет обогрева для дворника, но в целом работает все. Но в целом обогрев справляется довольно-таки нормально. Проверим, как это все будет наяву зимой. А также хочу отметить, что мы видим отсутствие антенны для приема сигналов радио. И она, скорее всего, также сделана, как и в китайцах, в задней части нитей обогрева. Ну и, конечно же, тест на Cherry Tiggo. Пробуем потрогать задний спойлер. Никаких движений у нас нету. Если я мою автомобиль при напоре, на самомое, например, никакие щелочки сюда не проходят и вода не вытекает в эту часть спойлера. Также хочу отметить, что минимальный зазор закрытия в зазор между кузовом и задней дверью багажника. Российские же машины шли с обогревом за левой зоны у водителя подогрева. Здесь же, к сожалению, она отсутствует. Ну и другое остекление используется в этом автомобиле по сравнению с российскими. Очень часто используется AGC. Но, учитывая, что автомобиль дизельный, здесь у нас расположены тены нагрева. И при запуске автомобиля в холодное время сразу поступает теплый воздух, так как он обогревается благодаря этим тенам. Ну и хочу обратить внимание по сравнению с Geely Coolray. Здесь очень большая, обильная часть воздуховодов для эффективного обдува лобового стекла. Никаких запотеваний, ничего здесь быть не может. По оптике в автомобиле хочу сказать, что я боялся, она будет хуже, чем в Coolray, но, слава богу, проблем я не выявил. Здесь используются две секции на ближний и дальний свет. Работают они в паре, то есть у вас включают сначала две секции на ближний, потом одновременно вы можете включить и дальний свет. Это намного эффективнее, чем в том же самом Geely Coolray. Используются также светодиодные габаритные огни и поворотники, и также диодные противотуманки, которые были лишены в новых партиях у рестайлинга Peugeot 5008 в новых поколениях. И они также, как и в современных европейцах и китайцах, при повороте
руля начинают вам подсвечивать обочину. Даже в движении это сделано очень грамотно и стильно. В новой версии, насколько я помню, в Peugeot 5008 стоит дополнительный светодиод, и он начинает светить вам в бок. В целом противотуманки более эффективны, чем решения в новом поколении. Спереди вот такая решетка радиатора. Да, она немножко, конечно, устаревшая, напоминает старый стиль Peugeot. Но что с этим поделать? Можно только тюнинговать и меняя стиль только цвета данной решетки. Здесь мы можем увидеть парктроники, передние и задние. Кореец их изначально отключил, я их решил включить, и теперь я понял, почему он их отключил. В целом они очень часто начинают срабатывать на помехи, либо на машины, либо на траву. В китайце на Coolray такой проблемы не было, чтобы я отключал парктроники, но если бесило от сильной травы, я также их отключал. Здесь же более они чувствительны, скажу я так. Снизу расположен радар, ну а также, друзья, самый парадокс этого автомобиля это клиренс. Технические характеристики у этого автомобиля по клиренсу 238 миллиметров. Что самое интересное, французы меряют именно по боковым порогам в автомобиле. Но я не поленился, замерил его с защитой двигателя стоковой, пластиковой. Также купил оцинкованную оригинальную защиту, которая стоила 8000. И также замерил замер спереди. Будет более подробное видео в обслуживании данного автомобиля, поэтому не забудьте подписаться на канал. И я выявил 161 миллиметр, как и в моем Geely Coolray. И вы сейчас можете увидеть, вот стоит Coolray. Вот он припарковался как раз к бордюру. Есть небольшой запас над бордюром, ну, учитывая срез бампера. Здесь же срез немножко другой геометрической формы. И к бордюру мы можем встать именно впритык. Если зима, если мы ставим автомобиль рядом с сугробом где-нибудь, то лучше парковаться с задним бампером, так как он будет намного выше. Также я забыл сказать по оптике, здесь мало того, что она полностью светодиодная, так она еще имеет автоматическое переключение с ближнего на дальний. И действительно, я прям в шоке, я считал Coolray лучшим по оптике, но мой фаворит теперь стал Peugeot 5008. Да, это не новая модель, но действительно в свое время французы делали очень хорошую оптику, настраивали ее, ну и в целом я даже очень доволен. Ну и, конечно же, поводки в идеальном состоянии, здесь нету никаких окислений, как это обычно бывает на машинах с большими пробегами. Обычно в наших регионе французы уже на первый год начинают эти поводки облизать. Здесь же такой проблемы у нас нет. Как наступит зима, я буду делать обогрев зоны щеток. Поэтому не забудьте подписаться, будет очень интересный контент. Благодаря MC Channel я, наверное, буду использовать дворники с обогревом от фирмы Burner. Далее, друзья, как вы можете увидеть, почему я до сих пор езжу с этими буферами. Кореец, когда купил этот автомобиль, изначально с момента покупки ездил с ними. Я их пока не снимаю, пока не обтяну автомобиль пленкой. И действительно, они очень спасают, так как автомобиль у меня используется для семьи. При открытии дверей они демпфируют за какие-то стенки, либо за другие стоящие автомобили. Далее, друзья, этот автомобиль в самой топовой комплектации GT с аудиосистемой Focal, и мы можем с вами увидеть двойное остекление фирмы AGC. Передние и задние, передние, боковые и задние стекла используются от фирмы AGC. Они вообще не затираются, и действительно я считаю их одним из самых оптимальных стекол среди автопроизводителей. Как вы уже могли заметить, в автомобиле комплектуется панорамной крышей. Сетка использовалась очень редко, это я уже очень часто начинаю ее складывать, ну и пользоваться люком, получаю удовольствие, потому что я хотел автомобиль опять с люком. По отзывным компаниям, по проблемам с люком я написал в чат тематический Peugeot 5008, и никто с этими проблемами не сталкивался. Но я заметил, что здесь используется точно такой же конструктив, как и в Coolray. Каркас используется из пластика, и он очень может, конечно, подаваться износу. Направляющих они, наверное, скорее всего, тоже используются пластиковые. Поэтому каждый сезон, до и после, я буду его чистить и смазывать литиевой смазкой, специализированной именно для люков. У меня уже опыт эксплуатации люка есть. Ну и в целом парадокс в том, что
шторка на панорамной крыше используют направляющие алюминиевые. Это, конечно, парадокс. В целом, друзья, давайте перейдем дальше к осмотру автомобиля. Как я уже сказал, автомобиль хоть и 5 лет эксплуатируется с момента выпуска. Эти части, они затерты и на новых китайцах. У меня на Колорее было точно так же. Этот глянец, его достаточно просто отполирнуть и закатать пленкой. Не знаю, буду ли я делать на этом автомобиле. Скорее всего, нет. Здесь мы можем увидеть царапину от корейца. Также в этой части я где-то увидел вмятину. Где-то здесь она расположена. И также вмятина на боковой двери. Она также присутствует. Вот она вот здесь находится. В целом кузов очень крепкий по сравнению с китайцами. Достаточно также попробовать на прожим металла. Он не так сильно прогибается, как в том же самом Geely Colorey. Здесь я придаю намного больше усилий, и все равно хода металла здесь такого нету, как было в моем Geely Colorey. Как вы помните, 10 вмятин я устранял на своем Geely Colorey от каштанов, от обычной эксплуатации камней. Здесь же автомобиль намного прочнее. Это чувствуется сразу в автомобиле. Ну и, конечно же, давайте пробьем нашим толщиномером дверь. Мы вообще кузов проверим его на окрасы. В карточке автомобиля автомобиль был полностью без окрасов в заводском исполнении. И действительно мой прибор подтверждает, что автомобиль полностью без окрасов, а также с полностью оцинковкой двухсторонней горячим методом. Ну и как вы можете увидеть, эти баферы, они спасают от всех этих проблем, которые могут сталкиваться с обычной эксплуатацией у нас людей. Ну вот видите, вот здесь вот маленький скольчик в принципе присутствует. По поводу задней крышки багажника. Она имеет открытие с ноги. И сделана она из композита. Ну, что-то типа пластика. Ну и, конечно же, багажник имеет очень большой объем. И мы можем разместить полноценно пассажиров. На втором месте я расположил все, что мне нужно дорожное, и само сиденье я полностью снял. Оно снимается очень легко, здесь есть дополнительные крепежи, и мы можем его полностью вытащить. Места вполне достаточно, но мы можем отрегулировать задний ряд для того, чтобы можно было уже сесть крупногабаритному человеку. Давайте я вам покажу, как это делается. Достаточно просто нажать на салазку, отодвинули сиденье, и уже получается полноценное место для пассажира. Места очень много, вполне себе. Но, к сожалению, на заднем ряду третьем отсутствуют крепежи для изофикса. И здесь вы сможете размещать только своих детей без детских кресел. По подсветкам мы можем увидеть боковую подсветку слева и центральный плафон, который будет освещать и второй ряд сидений, и третий ряд сидений с багажником. Честно говоря, света недостаточно, но лучше, чем в Geely Manjaro. Также есть прикуриватель, розетка на 12 вольт, подстаканники. Здесь я наклеил специальную штуку для транспортировки детской машинки, чтобы не царапать этот пластик. Я говорил, что мне больше нравятся машины с обычным пластиком, чем машины с карпетом, так как его очень сложнее очистить и более непрезентабельно он выглядит при транспортировке каких-то либо вещей. Далее, что хочу показать, когда вы трансформируете свой автомобиль, вы положили задний ряд, сложили его, и как я здесь это сделал, в комплекте идут вот такие дополнительные дуги. Крепятся они вот сюда в двух частях, чтобы усилить каркас на подпол. Подпол очень твердый, он не прогибается, не знаю, что за материал, скорее всего крупный толстый пластик используется, и действительно он будет вас спасать. И даже газовый баллон здесь можно без проблем перевести. Очень практичное решение используется. Ну и здесь мы можем дополнительные ниши увидеть в автомобиле. Французы сделали пластиковую крышку багажника для того, чтобы продлить срок службы
сервоприводу багажника, а также уменьшить нагрузку на дверные петли, так как в Renault Espace очень часто проседают петли и их постоянно нужно регулировать. Здесь проблемы такой нету. А также хочу показать вам объем багажника. Во-первых, мне нравится, как к мелочам относятся именно европейцы. Здесь мы видим ремни безопасности для третьего ряда. Здесь я сделал дополнительную такую карпетовую наклеечку для того, чтобы ничего не гремело. Достаточно просто приложить, и в пластике используется магнит, и он придерживает ваши ремни безопасности. Сделано очень удобно, и даже через вот эту мою handmade он также держит боковые ремни безопасности. Здесь мы видим пазы для установки шторки. Шторку я снял, эксплуатирую только без шторки. И из плюсов вы можете увидеть, что когда вы двигаете второй ряд сидений, у каждого кресла есть полноценные регулировки по высоте и по длине. Вы можете вперед-назад ими увеличивать свое пространство. А также есть вот такие магнитные, также пластиковые части, на которых вы можете увеличить ваш объем багажника. Это сделано очень здорово, и в обычном сложном виде багажник составляет около 101 сантиметра, у Geely Manjaro 105. Но когда вы раздвигаете задний ряд сидений чуть-чуть вперед, вы намного сильно увеличиваете этот багажник. И наглядно сейчас я вам показываю, что можно перевозить длинномеры в этом автомобиле. Согласитесь, это замечательная опция, и у современных китайцев, к сожалению, такого возможности нету, чтобы можно было сиденье с массажем, которое есть и на переднем, и на пассажирском сиденье, сложить полностью. Главный плюс — это объем багажника и возможность трансформации багажника. Сейчас вы можете увидеть обычную мою машинку, электромобиль, и даже дополнительно я смог разместить детскую коляску. Сюда еще можно разместить дополнительно детский трехколесный велосипед складной. Ну и в целом багажником я капец как доволен, потому что в Geely Manjaro тот же самый так бы разместить эту машинку я не мог. Есть видео на канале, где колесный пластик арок мешает для того, чтобы именно в таком формате горизонтальном разместить этот автомобиль. Его можно перевозить только вперед по направлению движения. Здесь же у меня получилось разместить именно таким образом, и задний ряд сидений я не стал двигать, у меня все вместилось, и довольно-таки очень много места для пространства пассажиров. Опять же похвалю французов за возможность к мелочам. Вы можете с помощью кнопки отключить открытие с ноги, чтобы у вас не было никаких лишних вмешательств. Сервопривод работает намного быстрее, чем в нештатном моем Geely Coolray. По зазорам в автомобиле все идеально, придраться не к чему. Действительно французская сборка, а именно этой сборки автомобиль, они умеют делать идеально. Я, конечно, прям поражен подгонкой деталей и никаких следов натираний. Хотя, ребят, 5 лет машине. Обычно, если кузов играет, то начинаются какие-то дефекты по лакокрасочному покрытию, например, на крышке багажника, либо на бампере. Здесь никаких таких дефектов у нас не обнаружено. Также снизу в бампере используются дополнительные противотуманные фонари сзади, полностью светодиодная оптика, кроме заднего хода и поворотников. Но в целом этот автомобиль мне действительно очень нравится по своему дизайну. Далее я расскажу немножко про доработки в этом автомобиле. Как я уже показал, в автомобиле в принципе все без окрасов. Также задняя левая сторона 100 микрон. Ну, в целом французы всегда очень сильно не славятся своим лакокрасочным покрытием. Редко встретишь француза с высокой степенью покраски, но здесь благодаря двойному окрасу мы можем увидеть вот такие показания в 150, в 160 микрон. В целом это очень хороший показатель для крыши автомобиля, но маленький показатель для автомобилей внизу. Ну и вот здесь вы можете увидеть как раз, как бликует вот эта неприятная для меня вмятина. Пока вмятины я нашел только 2. В целом все это можно исправить, это не проблема. Но если я сделаю автомобиль матовым, как я это хочу сделать, очень будет сильно бросаться в глаза на матовых пленках.
Автомобиль оборудован бесключевым доступом. Вы можете долго зажимать на клавишу на ручке, и автомобиль будет полностью закрываться. К сожалению, как в китайцах, тут такого нету. Нажал на закрытие, и закрывается все остекление с брелка, либо с бесключевого доступа. Здесь нужно именно нажатием держать на ключе автомобиля, чтобы это сделать. Ключ выглядит таким образом. Автозапуска он, к сожалению, не имеет. Он у меня в чехле, но можно, допустим, с удержания с ключа открыть заднюю дверь багажника. И если в автомобиле выключено зажигание, с помощью нажатия на ключ брелока вы можете открыть, а также закрыть свой багажник. Сделано удобно, но, друзья, даже здесь есть специальные фишки. Для того, чтобы закрыть автомобиль, можно нажать вот на вот эту дополнительную кнопку, которая располагается вот здесь, и у вас блокируется полностью весь автомобиль. То есть, если вы ушли от автомобиля, забрали, закрыли свой багажник, вы можете передние и обычные боковые двери заблокировать сзади в автомобиле, чтобы не доставать вам ключ. Сделано замечательно, здорово. Это автомобиль D-класса. Пересел я с него с Geely Coolray, который был B-класса. Ну и в принципе таких опций у него не было. Вы все любите мой канал за то, что я придираюсь к мелочам, и к этому автомобилю также я смог придраться. Есть плюсы, как и минусы. Но в целом, перед тем, как мы перейдем к минусам, я скажу, что этим автомобилем я доволен на 90%. Мне не хватает только клиренса передней части. Я думаю, может быть, все-таки поставить проставки, чтобы увеличить клиренс спереди. Понимаю, что пострадает управляемость автомобиля. В целом, автомобиль замечательно управляется на скоростях 200, на 160 хорошо заходит в повороты, и нет вот этой вот, как вы все думаете, валкости в автомобиле. Балка настроена замечательно, и при поворотах машина не гуляет. Она едет как вкопанная, как стрела. А при проезде на лежачих полицейских она прям как рейсер с помощью своей подвески демпфирует. И даже такое ощущение, как будто у тебя сиденье с таким с пневмоподушкой, как у дальнобойщика. И оно тоже начинает немножко так подпрыгивать. Ну а теперь перейдем к косякам, которые я выявил в этом автомобиле. В автомобиле полностью прикрыты пороги. Заранее я их уже забронировал бронепленкой, только из-за того, что я знаю, что есть вот такие проблемы у французов. Да и в принципе у многих автомобилей, особенно у Chery. Если у вас пороги прикрыты, то здесь мы можем увидеть в двух местах вот натирание лакокрасочного покрытия от грязи, которая скапливается на вот этих нижних частях. В целом, по поводу них. Машина 2018 года, и все владельцы этих автомобилей выявили вот такую удивительное качество сборки, погрешность. Вот у нас идет герметик, идет, и все, он здесь закончился. И здесь у нас идет штампованная дверь без обработки герметиком. Многие владельцы пишут, что появляется коррозия. Многие говорят, что появляется коррозия в этих местах, потому что вот сейчас я убираю уплотнитель, и в целом влага тут остается после обычной эксплуатации, либо после моек. Поэтому нужно делать обязательно антикор скрытых полостей в самих дверях, для того, чтобы в дальнейшем у вас никаких не было проблем. Но в 2019 году, как опять же показывает практика среди владельцев, эту проблему устранили с помощью более длительного размазывания герметика по сравнению с моим автомобилем. Но это та часть, которую я просто возьму на контроль и буду контролировать, смотреть в своем автомобиле. В целом, в моем автомобиле я не вижу проблемы. Но если брать ту часть, где лакокрасочное покрытие начало деформироваться от грязи, я его забронировал пленкой, и больше проблемы у меня с этим не будет. Далее мы здесь видим накладки пластиковые на бампер. И если присмотреться, я не стал разбирать эту часть, здесь она намного сложнее разбирается, чем в китайцах, тут также нету дополнительного уплотнителя. Скорее всего, возможно, при какой-то эксплуатации, при неровностях, оно будет натирать лакокрасочное покрытие. Но здесь уже все-таки французы более 100 лет занимаются производством своих автомобилей. Металлургия у них очень хорошая, и я сомневаюсь, что тут будет вылазить ржавчина. Потому что я, честно говоря, не видел ни одного француза с
эксплуатации даже 25 лет, чтобы у нее были уже ржавые пороги. Если это, конечно, были не окрашенные автомобили. Итак, друзья, переходим дальше. Задняя дверь задняя дверь автомобиля. Я ее с легкостью закрыл, такого быть не должно. Как мы все знаем, в Geely Manjaro точно такая же беда. Стопора, в принципе, на этой двери держатся нормально. В предыдущем обзоре данного автомобиля из Китая стопора с задней левой двери работали ужасно. Здесь все работает хорошо. Работа стопоров на задних дверях. Открываешь дверь, машина немножко в уклон стоит, и вот такая фигня. Не очень удобно. Держат они задние двери очень плохо. С передними проблем таких я не выявил. Также самая крутая опция, которой нет в Geely Manjaro, при заднем ходе у вас опускаются зеркала. И регулируется это даже по двух водителей. В память сиденья. Manjaro, конечно, дверь открывается более узким пространством. Тут моей теще намного комфортнее садится, чем в Manjaro. И стопора работают плохо. Но я это списываю на то, что стопора уже подизносились. Автомобиль использовался именно при эксплуатации детского кресла, как и размещено оно у меня. И один ребенок сидел сзади, также за вот этим сиденьем. Как я это выявил? Выявил я это по следам детей, а также по игрушкам, которые я нашел при очистке этого автомобиля. Можем увидеть, что отсутствует подлокотник в автомобиле, но зато здесь есть две фишки, за которые я купил этот автомобиль. И аналогов у этого автомобиля практически нету. Это изофиксы на каждом сидении второго ряда. Вы можете поставить, как я хочу это сделать, детская люлька, потом это перейдет в детское кресло. Два ребенка сидят на детских креслах слева и посередине, а справа сидит взрослый пассажир. Это оптимальная эксплуатация этого автомобиля в дальнейшие 5 лет. Эксплуатировать я его собираюсь примерно 5 лет, не меньше, как минимум. И 170 тысяч километров пробега. Это тот пробег, за который, я уверен, в этот автомобиле ничего не случится. Если, конечно, какие-то другие силы не повлияют на это. Но в целом, самое главное, что я уверен до этого пробега, что больших поломок не должно случиться. Я перед покупкой этого автомобиля изучил весь рынок по бэушкам. И, в принципе, никаких таких проблем я не выявил. По стоимости я покажу в отдельном видео, сколько стоит содержание этого автомобиля, а также сами запчасти. И могу сказать, что эти европейские запчасти почему-то на Peugeot они особо не подорожали. И стоят они не так дорого, как, например, на тот же Geely Coolray. Но, опять же, возвращаюсь я к этим стопорам. Стопора износились на обоих задних дверях. Больше всего износ на левой двери. Давайте я вам его также продемонстрирую. И при погрузке ребенка в этот автомобиль, если вы немножко открываете дверь, например, в этом положении стопор, он еще держится, но подует ветер, и в принципе он с легкостью закроет вам дверь. От этого пострадает либо ребенок, либо взрослый пассажир, который будет заниматься с ребенком. Это мне действительно не нравится. Также это очень сильно будет влиять, если вы поставили машину где-то в горке на подъеме. Это тоже ситуация может сыграть. Но все это можно исправить. Просто покупаем оригинальный фиксатор, ограничитель двери. Но почему-то на него запчасти, я нашел, конечно, артикул, стоимость заходит от 6 тысяч рублей вплоть до 11 за одну штуку. Мне нужно тут их две. Что-то 20 тысяч отдавать не особо хочется. Очень, конечно, парадоксальная часть, а китайский ставить уже особо не хочется. Также можем увидеть, как и во всех других автомобилях, детский замок. Здесь размещается у нас шторка. Очень удобно для кормящих мам. Никто вас не будет видеть. Помимо тонировки, при сильных лучах шторка вам очень поможет. Действительно, это классное решение среди вот этих автомобилей D-класса. Дверь, она такая же длинная, как и в передней части автомобиля. При посадке, при погрузке автомобиля здесь я сделал дополнительный держатель для планшета, детское кресло разместил. Ну, а также мы можем увидеть дополнительные низкочастотные динамики Focal спереди и снизу. Тканевая обивка
придает немного элегантности этому интерьеру. Здесь уже европейцы стали экономить, как и в принципе китайцы. Сначала начали европейцы, потом китайцы. Здесь обычный пластик дубовый используется. Для детей, в принципе, это ничего никак не будет влиять. Нижняя часть без карпета. Странно, что они решили так сэкономить, но с другой стороны, учитывая, что мой ребенок постоянно любит что-нибудь пожевать и кинуть ее сюда, при очистке будет намного легче очистить вот эту часть, чем она была бы обита карпетом. Это личное мое мнение, я считаю, это намного удобнее. Далее здесь дополнительная сеточка, а с правой части сиденья и слева мы можем увидеть вот такие замечательные столики. Держатся они, опять же, с помощью магнитов. Состояние салона идеальное. Мы видим подголовники, регулируемые по высоте. Алькантара настоящая. То есть по вину вы можете пробить, и вы узнаете, что это настоящая алькантара в комбинированной кожей напа. И вот, учитывая, что здесь ездили все равно пассажиры, я считаю, состояние идеальнейшее. Когда же я сделал уже химчистку этого салона и был поражен его состоянием. Будет видео также скоро на канале доступно. При посадке в автомобиле я получаю очень комфортное положение. У меня рост 2 метра. По голове, в принципе, чуть-чуть комфортнее, чем в Geely Coolray. В Coolray мне приходилось немножко сползать вниз, чтобы сидеть комфортнее в заднем ряду этого автомобиля. Здесь хочу отметить центральный блок. Слева и справа тканевая обивка сиденья сделана, комбинированная, чтобы ничего не терло при движении, когда вы регулируете сиденье. Ну, например, как вот так. Если была бы кожа, она бы очень сильно терлась бы друг об друга и создавала неприятный, некомфортный звук. Здесь 12-вольтовая зарядка, и это не третья зона обдува, это, скажем так, полутретья зона. Здесь вы не можете выставлять климат. Можно регулировать поток обдува, температура будет только такая, которую вы настроили на впереди. Но обдув действительно очень хороший, есть две секции на 2 пассажиров, и можно и менять интенсивность. Сделано комфортно, удобно. В российских версиях здесь была еще и розетка обычного формата для России. Как вы уже, друзья, заметили, коврики из Кореи идут вот такого типа. Боюсь предположить, что это за такой материал. Они очень ворсистые и сами по себе, ну, больше как прессованная такая резина, я бы сказал. И весят они очень-очень тяжело. Но снизу вот такой интересный состав. За 5 лет эксплуатации они выглядят таким образом, но подпятник уже начал сходить на нет. Для наших зим, мне кажется, они особо не подойдут, потому что скапливаться снег все-таки будет на самом ворсовом покрытии. Но я думаю, это в принципе не беда. Спонсор этого видеоролика — компания Евромат 3D. Они предоставили на мой новенький автомобиль замечательный комплект ковриков, текстильные коврики, очень с маленьким ворсом. Мне очень понравилось их использовать и на предыдущем автомобиле Geely Coolray. Выглядят они таким образом. Брал именно подпятник не алюминиевый, а из резины. Я считаю, он более практичный для всех автомобилей. Также мы можем увидеть штатные крепления прикрыты, и здесь вода через них не будет сталкиваться. Во многих оригинальных ковриках это одна из самых главных проблем, когда вода затекает через сами крепления. Логотип Евромат 3D. Ну и самый главный плюс, то что они очень легко и встают под размеры вашего автомобиля и совершенно не скользящие. Специальный материал, который клеится как липучка к вашему ковролину. И, в принципе, за все время тестирования этих ковриков я могу сказать, что они сохраняют замечательный чистый вид после мойки. Можно эксплуатировать и зимой, и летом. Мне очень понравилась зимняя эксплуатация, прям вообще в восторге. А летом можно даже босиком на них и с ними ездить, и очень приятно для ваших ножек. Ну, например, для пассажиров, я имею в виду. И цельный задний ряд выглядит таким образом. Тоже на липучке крепится назад. Ну и давайте теперь я их установлю в автомобиль и посмотрим финальный вид. Установил новые коврики Евромат 3D текстиль. И сейчас они вот так вот красуются в салоне моего Peugeot 5008.
Они намного лучше, чем коврики, которые были у меня. Да и в целом компания Евромат делает, наверное, одни из лучших текстильных ковриков, которые есть на рынке. Самое главное, что есть теперь борты. Они защищены по периметру коврика. И теперь вся грязь и слякоть, которая будет образовываться в зимний период, будет сдерживаться самими ковриками. И самое главное, что они имеют нескользящую поверхность, на которую они крепятся. И даже моя любимая теща, когда будет сидеть сзади и ерзать своими ножками, здесь ничего не будет деформироваться. Коврики выглядят великолепно и закреплены намертво, что в задней части, на втором ряду сидений, что и у пассажира спереди. Все очень выглядит замечательно. Очень приятные на ощупь коврики, друзья. Так что обязательно рекомендую для вас коврики Евромат 3D. Все ссылочки будут в описании к этому ролику и закрепленном комментарии. Перейду еще к одним из доработок, которые я сделал в этом автомобиле. Как вы помните, в Coolray меня бесило то, что постоянно ремни у меня не фиксировались. Здесь же я сделал вот такую вот защелку, которая держит ваш ремень. Располагается в паз и фиксируется, для того, чтобы вы могли с легкостью регулировать ремни безопасности и без проблем передвигаться на этом автомобиле. Почему это очень важно? Так как кореец этого не знал, такого решения. И вот мы вот видим дефект на задней правой двери. Тут я чувствую, он просто прижал ремень безопасности, как раз который был, при закрытии двери он его заживал и повредил внутреннюю часть двери. В целом, вот такие вот основные недостатки, которые я выявил в этом автомобиле. А теперь, друзья, хочу показать замечательные ниши, которые есть также в этом автомобиле. Как я уже сказал ранее, здесь отсутствует дополнительный тоннель. И есть вот такие замечательные фишки. Убираем коврик. И под ковриком у меня лежит тюнинг от корейца. Батарея на 10 тысяч мАч. Так называемый ящик Пандоры. Его можно полностью вытащить и разместить нужное для вас что-либо в этот ящик. Когда я купил автомобиль, вот эта пластиковая деталь сильно выступала, и я подумал, что были какое-то ДТП. Но на самом деле всему виной доработка корейца. Это блок телеметрии, и точнее именно батарея для блока телеметрии на 10 тысяч мА. Ну, скорее всего, как работал он как черный ящик. От него шли провода снизу, и здесь все пазы пластика при установке этого блока были нарушены. Я снял полностью накладку и восстановил все крепежные элементы, и теперь у меня никаких проблем с этим нету. Ну и, конечно же, я проверил все подушки безопасности. Если не ошибаюсь, то ли 6, то ли 8 их в автомобиле. Есть также аэрбэги в самих сиденьях. Ну и, конечно же, проверил натяжители ремней всех в автомобиле. Ремни, натяжители работают превосходно, и никаких проблем в этом нету. Также автомобиль был полностью затонированный. Тонировку мне сняли, когда делали лабораторию, и остались следы, которые мне все никак не получается убрать. Но просто дело времени. Ну и автомобиль, когда поставлялся из Кореи, шел передний, спереди и сзади был установлен видеорегистратор, но я его снял. Ящик. В обычных версиях также ящик есть и в правой части под пассажирами. Здесь он отсутствует только из-за того, что здесь используется комплектация Focal, дополнительный сабвуфер, который располагается под передним пассажирским креслом. Ну и от этого здесь дополнительно сделана шумоизоляция с завода. Около 20 килограмм наложено между моторным отсеком, а также уровень пола немножко приподнят, и очень хорошая шумоизоляция пола здесь также сделана. Ну и в целом я понимаю, что здесь шумоизоляцию я дорабатывать не буду, не вижу смысла. Меня полностью она устраивает, а если я даже сделаю шумоизоляцию дверей, то они будут еще намного тяжелее, и стопора, даже если я поставлю новые, уже не справятся с такой тяжестью. Дверь пассажирская. Здесь у нас уже вспененный, очень хороший, приятный
безопасный пластик. При ДТП никаких сколов у него не будет, он легко деформируется. Также низкочастотные динамики Focal. Ну и в целом, конечно же, идет и спереди, и сзади, опять же, кожа Nappa. Очень приятная, износостойкая, и состояние у нее также идеальное. Ну а в нижней карте двери как раз используется вот этот дополнительный карпет. И вот о чем я говорю, друзья, когда вы используете автомобиль с детьми, вы возите дополнительно постоянно коляски, машинки, велосипеды, с них, ясен пень, вы не будете постоянно промывать колеса. И при загрузке этого инвентаря в заднюю часть багажника, если он у вас карпетный, он будет постоянно пачкаться. И я не знаю, ну, учитывая китайский карпет, он очень часто начинает вот в таком виде занашиваться. Ну, когда очень часто шоркают чем-либо. И от этого, мне кажется, внешний вид теряется намного больше, чем если бы он был обычным пластиком и не обит никаким карпетом. Ну и вот как раз можно увидеть, тут только пылесосом можно вычистить вот эти все погрешности эксплуатации. Это у меня за один день с детьми получается вот такая грязь. Хотя я машину только прям чистил. По пассажирскому сидению очень много регулировок. Можем двигать его по наклону, по высоте, по длине. Также есть регулировка поясничного упора, активация массажа сидений, а также, друзья, вы можете регулировать подушку сидения, наклон подушки сидения. Но это еще не все. От корейцев, точнее от французов, прошу прощения, есть возможность регулировки длины подушки. Это капец как удобно. Сейчас у меня жена беременная, мы располагаем ее именно на этом месте, выдвигаем дополнительно подушку сидения, регулируем высоту вверх и активируем функцию массажа и получаем полный кайф. Также хочу отметить, что никаких заломов за 5 лет эксплуатации на пассажирском сидении здесь я не вижу. Состояние в идеальнейшем состоянии, кресло в идеальнейшем состоянии, я уже начал заговариваться. Ну и здесь, конечно же, мы видим в ночное время дополнительную подсветку. Подсветка идет тоже здесь, она только синяя, а также панорамная крыша у нас имеет синюю подсветку. Выглядит очень эффектно. В ночном обзоре, опять же, все это покажу. По поводу Алькантары. За ней нужен очень сильный уход, надо расчесывать, очищать. Более детально я сделал тоже видео про это. Все будет выходить постепенно на моем YouTube канале. И хочу отметить, что в летние жаркие дни никто ничего не потеет. Очень приятно находиться в этом салоне. Если в Geely Coolray действительно были проблемы, кожа очень сильно разминалась, отходила, ну и очень сильно начинались заломы на самой подушке. Здесь их нет никаких заломов, никаких вот таких дефектов я также их не вижу. Ну и считаю Алькантара одним из лучших материалов в этом автомобиле. Если бы была возможность поставить вентиляцию, но с кожей, я бы, наверное, отказался. Потому что вентиляция работает условно, можно застудить спину, а кожа все-таки она не очень практична при использовании в автомобиле, на центральном вот этой вот посадочном сидении. Поэтому я считаю Алькантара действительно очень оптимальный выбор. Спереди в автомобиле никаких дополнительных ниш нету, но есть бардачок. По размеру он чуть-чуть больше, чем в Coolray. Подсветка у него также присутствует. А также вот здесь я положил вот такой вот блок, который шел вместе с автомобилем. Подключался он вон туда. У меня выведены дополнительные провода для него подключения. И при активации на клавишу мы получали полноценную Android приставку. Стоимость $500, 2018 год, 2 гига оперативки и 16 встроенный Android, на 5-й Android. А пока я его не русифицировал, друзья, если кто-то пользуется, расскажите, кто нашел способ русификации этого блока. Для того, чтобы просто поставить YouTube на головное устройство. В целом, этому очень можно как-то приспособить со временем.
Также нашел контакты корейца, написал ему, но почему-то мое письмо не дошлось. И знаю, что он 81 года, благодаря этой коробочке, почему-то он забыл выйти из своего Google аккаунта. Когда вы покупаете автомобиль, в любом случае бэушный, какие-то будут косяки. Здесь я выявил вот такой вот, например, косяк. Немножко заживалась шторка и появились вот такие неприятные на сетке дефекты. В целом с этим можно жить, все это принимается. Обновлять сетку ради этого, я считаю, нет смысла. Ну а далее, друзья, хочу показать оптику, состояние оптики. Машина 2018 года. Оптика в идеальном состоянии. Я ее изначально забронировал. Даже полировки особо не потребовалось. И состояние действительно великолепнейшее. Сетку в радиатор я также уже установил. Ну, для того, чтобы всякая мошкара уже не летела. Соты очень большие в автомобиле. Конечно, не сравнятся с Geely Manjaro по пропускаемости насекомых в радиатор. Но в целом, я считаю, этого достаточно для того, чтобы у нас ничего при эксплуатации не вылезло. Далее, друзья, у нас есть слепые зоны. Работают они однозначно намного лучше, чем в Geely Coolray. Объясняю почему. Ты едешь в потоке, сзади машина проехала, она считала ее, а следующую машину она может не считать. Здесь же, если рядом едут машины, она сразу об этом вам говорит и не дает вам перестроиться в поток соседнего ряда. По двери все точно так же. Остекление двойное используется только спереди. Кожа в идеальном состоянии. Также есть блокировка стекол. Ну и все стеклоподъемники у нас полностью автоматические. Есть сервопривод зеркал и очень много таких интересных фишек, которых я вам расскажу позже. Далее, друзья, это автомобиль у нас европейский. Мало того, что грузоподъемность здесь намного выше, чем в любом китайце, чем в том же самом Geely Manjaro, в котором 400 килограмм, чем в Geely Tugela, в котором 300 килограмм грузоподъемности, и она так не просядет, как обычный китайский автомобиль. Также здесь нету никакой бутафории, как было в моем Geely Coolray. Рейлинги настоящие. Можно нагрузить 80 килограмм на крышу, ну, какой-то бокс поставить. А также можно установить фаркоп. Он полностью сертифицирован для этого автомобиля. И тут вот опять же тоже интересный момент. 1,5 тонны, если прицеп использует тормоза, если у него есть такая система, и если прицеп обычный, без тормозов, тоже 750 килограмм вы можете транспортировать прицеп, если никаких систем дополнительных торможения в нем нету. И я считаю, это одним из главных преимуществ этого переднеприводного псевдо-кроссовера, потому что для меня он что-то среднее между минивеном, как Renault Espace. Они, кстати, очень похожи по размерам, но тут есть все-таки нотки кроссовера, особенно вот этот неокрашенный пластиковый обвес. Ну и также, друзья, вот вы можете увидеть очень много корейских языков, корейских символов в этом автомобиле. Самое главное то, что идет дизель, EAT8 ступеней, ну и в целом даже есть русский язык, ну и идеальная надпись Made in France. Теперь давайте я вам покажу, что очень нравится в этом автомобиле. Опять же, возвращаясь к тому, что это не китайский автомобиль, здесь все более продумано. Многие думают, что я, может быть, отговариваюсь. Нет, друзья, это действительно глоток воздуха, когда ты покупаешь европейца после китайца. Ты понимаешь, что китайцы тебя в очень многих моментах обманывали. С сертификацией, с возможностью эксплуатации дополнительного оборудования. Здесь же все более честно и все более зеркально. Вот бардачок, как я сказал, он обит карпетом. И есть кнопка отключения подушки безопасности. Если вы располагаете детское кресло, ну или ребенка на переднее пассажирское сиденье, то вы здесь уже можете отключить эту функцию. Потому что очень многие мамочки все-таки, когда только родили, у них нет возможности контролировать и ехать, например, в поликлинику, они ставят детскую люльку спереди, фиксируют ее ремнем и едут в поликлинику. Для того, чтобы не было никаких ДТП и никаких проблем, можно отключить как раз подушку безопасности для вашего малыша. Так, друзья, мое сиденье, а точнее сиденье меня и моей супруги. Как я уже сказал ранее, если вы закрыли автомобиль, держите кнопку,
и у вас все закрывается. Но стоит только немножко отойти, без удержания эта опция не будет работать. Шторка также у нас автоматически начинает закрываться при таком алгоритме действий. Полностью электрическое сиденье, можно двигать и менять расположение поясничного упора. Также есть функция включения массажа. Все это тактильно, физически расположено в удобном месте, и очень прям недостаточно лезть в какое-то меню для того, чтобы активировать себе массаж. Сделано очень удобно и грамотно. Ну и самый главный этап в автомобиле, который я почему именно выбрал Peugeot 5008, самая главная функция — это чтобы была память сидений, чего нету в Chevrolet Orlando, это самое важное. Самое главное — это, подытожим, 3 раздельных ряда сидений с изофиксом, отсутствие центрального тоннеля на заднем ряду, чтобы можно было всем комфортно разместиться. Ну и, конечно же, объемный багажник с возможностью размещения крупногабаритных грузов, чтобы можно было расставлять приоритеты. Если вы едете пустой, вы сдвигаете ряд сидений и оставляете, например, только ребенка. Ребенок у вас тем самым не будет касаться вашей спинки. Ну, зависит, конечно, от возраста ребенка. И тем самым мы можем увеличить погрузочный отсек вашего багажника. Ну и, друзья, конечно же, проверка на ржавчину в автомобиле 2018 года. Здесь я нашел ее только на рулевом валу. Здесь она действительно присутствует, но я это списываю на то, что автомобиль 2 раза морским путем пересекал границу Кореи и, конечно же, Франции, для того, чтобы их транспортировать в нужную точку назначения. Ну а также вот под сиденьем вот такая ситуация. Машине 5 лет. Никакой ржавчины под сиденьем здесь нету. Даже есть неокрашенные части, и на них также очагов коррозии не обнаружено. Что я не могу сказать про рулевой вал. Кстати, рулевой вал у нас не оцинкованный. Ну и мое водительское сиденье выглядит также в прекрасном состоянии. И есть дополнительное увеличение для ног подушки сидения. Ну и вот эти заломы уже появились от моего веса, более 100 килограмм. Но в целом, я думаю, ситуация будет намного лучше, чем было в моем автомобиле Geely Coolray. Я думаю, здесь не дойдет до сильных замятий. И я буду также ухаживать, как и за своим предыдущим автомобилем, постоянно протирая кондиционером кожи настоящую кожу Напа. Ну и заходим в наш автомобиль Peugeot 5008. Открывается одним нажатием у нас капот. Заводим автомобиль. И двигатель у нас заработал. Работает двигатель очень-очень тихо. Особенно здесь также есть система старт-стоп. Ей можно пользоваться, но работает она не очень удобно. Заходите в кнопку меню, ее можно отключить. В сильных маневрированиях она очень в неподходящий момент может выключить система старт-стоп вам двигатель. Немножко держите ногу на тормозе, и двигатель уже выключился, заглушился. Начинаем движение, двигатель завелся, и вы дальше едете. Честно говоря, вот эта доля секунды на заведение двигателя немного при маневрировании может сыграть злую шутку. Поэтому я решил либо полностью отключить систему старт-стоп программным методом, либо, если это невозможно, постоянно при запуске автомобиля выключать самостоятельно систему старт-стоп. По камерам, друзья. Камеры, конечно, это боль и печаль. Это 2007-2008 год. Но есть и передняя камера. Здорово, что хоть их и 2 здесь, но есть вид сверху. Он действительно очень помогает, например, моей супруге, если вы маневрируете на парковке. А также, благодаря тому, что здесь установлены спереди и сзади парктроники 360, вы можете автоматически включить. Вы можете автоматически через меню включить парк-ассистент. Это как раз параллельная парковка, и машина автоматически будет за вас парковаться. Честно говоря, я не пробовал, как это работает, но в принципе камеры я вам показал, и можно менять вид.
честно говоря, бестолковая вещь. После Coolray, честно говоря, я привык. Я был очень избалован камерами Coolray, но проходит время, и действительно можно привыкнуть и к такой плохой картинке. Ее достаточно. Вы сейчас на экране можете увидеть мерцание экрана, но на самом деле вживую он никак не мерцает. Здесь он покрыт матовым таким защитным слоем, как и центральная приборная панель. Приборная панель у нас меняется точно так же, как и в машинах Chery Exit. Очень много напоминает интересных моментов. Ну и, кстати, вот, допустим, городской расход у меня по Москве 7,6 литра дизеля. Хватает очень намного. Вождение. Точно такие же эффекты приборной панели используются, например, в машинах Chery Exit TXL, LX и всякая прочая нечисть. Здесь есть кнопка включения системы подсветки, а здесь мы можем смотреть, через сколько у вас ТО, ну и насколько у вас хватает запаса AdBlue. Я его тут недавно как раз залил. Руль овальный, очень удобный, для маневрирования самое то. Ну и, конечно же, как я уже сказал ранее, автомобиль адаптирован специально системой удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль. Включается он с помощью этого писюндера, рычага. Тактильно им очень удобно пользоваться. Вот я просто тактильно всегда понимаю, что мне нужно включить. Это у нас лимитер скорости, работает превосходно. Все цифры, в отличие от Geely Coolray, у меня они присутствуют. Ну и, конечно же, можно активировать нужную для вас скорость, например, минимально с 30 километров, для того, чтобы пользоваться лимитером или круиз-контролем. Честно говоря, это первое поколение, ну и в целом оно не уступает даже современным поколениям. Но по сравнению с Geely Manjaro, на Manjaro нашпигован в плане адаптивного круиза очень-очень хорошо. Здесь то, чего не хватало мне на Coolray, есть подрулевые лепестки. Чаще всего можно перейти на 2 передачи вниз, сделать нужный обгон, либо перейти в спорт режим, хотя я это делаю очень редко. Я езжу в обычном режиме и с помощью механических переключательных подрулевых я включаю нужную передачу, чтобы сделать обгон, но чаще всего мне это не требуется. Чаще всего я использую повышение передач для того, чтобы ехать на максимальной 8-й передаче для экономии топлива. По писюндеру я очень говорю, что это очень удобная пункт управления по сравнению с немцами. В Seat Terraco используется тот же дополнительный рычаг, но им неудобно пользоваться. Здесь все-таки реализовано намного удобнее и правильно. Здесь есть датчик света, работает он очень удобно и идеально по сравнению, опять же, с Coolray. Когда вы едете в затяжном тоннеле, он, конечно же, включит вам ближний свет, а если вы едете, например, в тени, как сейчас, то он не будет вам включать максимально понижать яркость приборной панели и включать ближний свет фар. Итак, друзья, 7 часов утра, мой любимый тест на работу датчика света во время в местах, где есть тень. Вот мы сейчас заезжаем в маленький двор. У меня работают просто габариты. Датчик света уже полностью находится в тени, и никакой ближний свет у нас не включается. На трешке также ездил, в том месте, где Coolray любил включать ближний свет. Этот автомобиль Peugeot 5008 лишний раз не будет пугать вас и других участников на дороге, и в тени он не будет включать лишний раз ближний свет фара. Действительно, он работает адекватно, у него есть задержка, которой так не хватает в Geely Coolray. Звуковой сигнал, как по мне, более благородный и более сильный по сравнению, опять же, с Geely Coolray. Есть голосовой ассистент, но его ним не так удобно пользоваться. Клавиши управления громкостей у нас используются и на руле. Также есть обычная крутилка. По поводу фишек. Когда вы, допустим, стоите в автомобиле в таком положении, вы выключаете его. Ну, прежде вы включили обогрев, когда машина была заведена. Завели автомобиль, подогрев у вас включился. Очень удобно, если у вас нету автоматической сигнализации. Далее, друзья, дополнительная фишка, которая есть именно в этой комплектации. Идем в бардачок, отжимаем главную кнопочку, и в ней мы видим вот такой картридж, который используется как в современных китайских автомобилях Exit RX. Включаете свою климатическую установку. Клавиша климата только одна. Вы ее вызываете и включаете кондиционер,
нужную для вас температуру. Здесь нету таких проблем, как было у меня в Coolray. Здесь я использую либо 20 градусов, либо 22, когда будет уже похолоднее. Опять же, он двухзонный. Каждая зона регулируется по температуре. Либо можно сделать, допустим, включить принудительно обдув с заднего ряда сидений, из головного устройства, если сзади никто не сидит. Сделано тоже очень удобно. Также есть клавиша AC Max. Он сразу охлаждает вам салон на минимальную температуру. Сделано очень удобно и грамотно по сравнению с китайцами. Итак, что мне очень нравится в климатической установке, помимо того, что вы один раз настроили температуру и больше ее не трогаете, вы можете поставить все потоки воздуха. Вы можете поставить одновременно поток воздуха на лобовое стекло, себе в лицо и в ноги. Опять же, во многих автомобилях этого нету, но в Geely Manjaro наконец-то это появилось, и этого действительно было не хватало. Далее нажимаем вот эту кнопку. Здесь заходим в настройки, и мы можем включить либо через головное устройство массаж сидения. Оно работает замечательно. И самое, что я хочу отметить в этом автомобиле, здесь вот вы видите такое искаженное силуэт моей руки, это матовое покрытие, оно так работает, и при прямых попадании солнца через люк на головное устройство, либо приборную панель, вы будете все четко видеть. Это единственный автомобиль, в который прям так это идеально работает. При солнечных лучах он будет превосходно вам показывать картинку насыщенно, и вы, в принципе, не будете чувствовать дискомфорта, чего я не могу сказать в других тестируемых китайцах. Также можно выключить массаж сидения либо с кнопки, либо через головное устройство, и выбрать нужный для вас аромат, который я вам показал. Картридж находится в бардачке, его можно самому собственноручно заправлять. И выбираем нужный для нас аромат, и вся климатическая система начинает пропускать воздух через ваш картридж, давая вам 3 варианта запаха в автомобиле. Ну разве это не чудо? Мне кажется, это сделано очень здорово. Также в автомобиле очень приятно сделана аварийка, звуки приятные. Все точно так же при повороте у вас аварийка будет активироваться, если вы включаете под рулевыми рычагами ее. Ну и, конечно же, когда проходит определенное время, если не ошибаюсь, 5 минут вы, допустим, оставили заведенный автомобиль, звук аварийки не подается. Сделано очень приятно, то есть если вы ребенка оставили, он у вас заснул, то в целом его ничего не будет со временем тревожить. То есть этот звук он потом пропадет. Также и по ремням безопасности. Когда вы не пристегнулись, сначала он вам начнет пиликать, потом со временем она перестанет это делать, если вы едете на маленькой скорости. Но если скорость опять возрастает там, больше 30 км, он начнет вам сигнализировать о том, что вы не пристегнулись. Также хочу отметить из плюсов Peugeot, да и в принципе концерна Stellantis, Peugeot Citroën. В принципе, покупая автомобиль в любой стране, Европа, либо Корея, вы можете купить его и ничего не надо русифицировать. Украинский, болгарский и русский язык у вас будет всегда, в принципе, в доступе. Поэтому ничего не нужно шаманить. Это из плюсов. Также обратите внимание, то, что машины из Европы продаются чаще всего со скрученным пробегом. И, в принципе, пробеги очень высокие, от 100 тысяч. Здесь же в Корее можно выцепить хороший вариант с небольшим пробегом. Следующий этап, который мне не понравился в этом автомобиле, отсутствие Android Auto. Сейчас вы можете увидеть уже пентаграмму, что Android Auto присутствует благодаря Александру, которым вы познакомитесь в следующем ролике на моем канале, который смог вернуть Android Auto, протокол Android Auto. Почему-то этот кореец очень сильно был прошаренным, действительно, он не из обычных парней, и он решил сделать такой образ, вырезав из системы Android Auto, ну, может, он им не пользовался, и вырезав интересный момент, как настройки фокал. Так как у нас здесь идет специальная комплектация, у меня изначально, когда я купил этот автомобиль, не было логотипа фокал в головном устройстве, и не было настроек Surround, центральный провод и сабвуфера. Я не мог ими регулировать. И могу сказать, как только я получил этот автомобиль, я был в шоке и поражен от звука в этом автомобиле. Я ему поставил идеальные 5 баллов, из которых я тестировал много разных автомобилей с системами Bose, Sony и Krell.
И в целом я могу сказать, что тут было все настроено настолько идеально, что я был прям поражен звуком. Был максимально распределенный звук по басам во всем автомобиле, на дверных картах, в динамиках. А теперь, после того, как мы вмешались в головное устройство и вернули все к стоку, такого объемного и чистого звука, к сожалению, уже нету. Ну и, конечно же, друзья, радио в этом автомобиле работает превосходно. Во всех регионах, где я был, ловят очень много радиостанций по сравнению с тем же самым Geely Manjaro. Ну и, конечно же, классно, что и в радио можно также применять настройки сараунда и сабвуфера от компании Focal. Возможность регулировать сабвуфер и, в принципе, все настройки, которые были скрыты изначально. Меня это немножко расстроило, но с другой стороны, когда я использую автомобиль семейный, я считаю, нужно настраивать так, чтобы можно было выключить сабвуфер. В том исполнении это было невозможно сделать, но звук был настолько шикарный и прекрасный, что даже центральное зеркало, которое у нас с затемнением, с автозатемнением, оно настолько сильно вибрировало, что, блин, я офигевал. Что было сложно смотреть в заднее стекло из-за вибраций. Шторка у нас также автоматическая. Сейчас сделаю света побольше. Это дополнительное, то, что я сделал в автомобиле. Заказал с 1000 рублей с Озона дополнительный чехол для очков. Это сток решение для этого автомобиля. Ну и в целом ручку я демонтировал и поставил вот такое решение, потому что других вариантов эксплуатации этого автомобиля очков, к сожалению, нету. Также есть подсветка на водительском и пассажирском козырьке. Она с обычными лампочками накаливания. Матовые я не буду ставить светодиоды, не вижу смысла. Ну и вот такой вот он не обит тканей, он пластиковый. Сама ткань черного цвета, черный потолок и имеет очень приятное на ощупь. В общем, настроек очень много скрытых и еще не активированных на самом деле в этом автомобиле. В центральном тоннеле у меня расположено много проводов. Быстрая зарядка, медленная зарядка с Android Auto и Apple коннектор для телефонов Apple. Выдает центральный провод, центральный USB через Android Auto либо Apple CarPlay около 0,5 ампера. К сожалению, в Coolray было побольше. Здесь он не может зарядить мой телефон, но держит его на поддержание заряда уровня батареи. Возможно, это даже к лучшему, чтобы сохранить батарею самого смартфона. Также есть беспроводная зарядка. В моем телефоне она отсутствует. По ногам очень удобно используется мягкий пластик. Мне очень комфортно моим ногам. Я сейчас разместился в автомобиле и ничего мне не упирается, как было в моем Geely Coolray из первых партий. Здесь также у нас мягкая кожа, которая дает вам очень приятное положение для ног. Вам очень будет на дальняк ехать комфортно. И пробег на моем автомобиле уже 26 450. Более 2000 я проехал на этом автомобиле. И пока я с ним знакомился, я его познавал. Далее, здесь есть то, чего нету в новых комплектациях, в новых Peugeot 5008. Это система Grip Control. Вы ее можете как отключить? Это система просто управления тормозными усилиями ESC, ESP. И, в принципе, она дает вам режим снег, грязь, да и, в принципе, щебенка, все, что вам нужно. Есть автоматическая помощь при спуске, а также вот такой рычаг КПП. Чтобы перейти в ручной режим, нажимаете кнопку, перешли в режим и можете управлять с помощью подрулевых лепестков. Руль, как я сказал, овальный, состояние у него также идеальное, полностью подтверждаю его пробег. Никакой проблем, как было у меня с Coolray, с затиранием здесь вообще нету. Ну и вот этот глянец, конечно, он маркий, дополнительно он покрыт лаком и он более износостойкий, чем в Chery. Для 5 лет состояние отличное. Я, конечно, его тер тряпочкой со следами эко-кожи, со следами кондиционера от кожи и испортил немножко вид. Надо просто более четкой
чистой тряпкой это сделать. Но и по рычагу КПП очень удобно им пользоваться. Вы можете увидеть очертания здесь современных автомобилей FAV. У них абсолютно такие же сейчас рычаги. Возможно, они после Peugeot решили сотрудничать именно с FAV, производитель этих рычагов. Ну и сама компоновка автомобиля, выведенный головное устройство вперед, вот такой козырек и овальный руль, это мы можем увидеть в современных автомобилях Чанган. Обычные подстаканники с подсветкой и вот такой вот замечательный бардачок с моим хламом. Я уже поставил сюда органайзер. Он у нас с легкостью вытаскивается. И здесь у нас также есть подсветка. Вот мы ее видим. Можем разместить бутылку вплоть до 1,5 литра. И она будет у вас всегда охлаждаться. Сделано очень удобно, грамотно. И удивительно, что в том же Geely Manjaro такой опции нету. Ну и когда ты сидишь в автомобиле впереди, ты трогаешь, щупаешь все. Никаких сверчков, ничего нету. Ну, в принципе, да, если трогать головное устройство, в принципе, скрипы могут присутствовать, но приборная панель сделана из мягкого пластика. Здесь у нас, оказывается, не мягкий пластик, снизу мягкий пластик. Ну и в целом чувствуется, что здесь уже европейцы не экономили. Ну и пару слов про эргономику в Peugeot 5008 до рестайлинг. Хочу обратить внимание, левая карта двери, подлокотник абсолютно симметричен с правым боксом. То есть руки располагаются на одном уровне, это удобно. Ты не сидишь скрученный, а сидишь ровно, и тебе прям очень комфортно располагать две руки слева и справа. Также многие вы можете подумать, что очень удобная приборная панель, но вы ошибаетесь, так как в настоящей жизни вот я вот так вижу дорогу. Мне ничего не перекрывает руль, и очень четко я все вижу на щитке приборов. Четырехугольный овальный руль вполне себе очень удобный при маневрировании. Перфорация также очень приятно тактильно, и руки у вас потеть не будут. Сейчас в свете солнца вы можете увидеть, что я пользуюсь козырьком. Козырек у меня фиксируется превосходно, идет натяг. Во многих китайцах он болтается, как не знаю что. Ну и фиксатор также работает очень хорошо и фиксирует и закрепляется на самом козырьке. Очень часто из паза у китайцев вылетают сами козырьки. Не знаю почему, но вот в этом плане они немножко не умеют делать. Также, друзья, автомобиль я купил за 2 миллиона 830 тысяч рублей. И эти деньги у меня чисто мои, личные. Я не кредитовался, как и было в Skullray. Я тоже покупал автомобиль за наличные. И я предпочитаю покупать автомобиль по своим возможностям. Пока я могу позволить именно такой автомобиль. Посмотрим 5 лет, либо 200 тысяч километров пробега. Хотя вряд ли я такой пробег смогу намотать. Посмотрим по ситуации. Ну а в дальнейшем, конечно же, хотелось бы идти к успеху. И цель я себе поставлю Land Rover Defender. Я думаю, стремиться к нему. В крайнем случае, всегда можно купить BMW X3, поддержанный на дизеле. Тоже очень хороший аппарат. Вот такой вот автомобиль Peugeot 5008 из Кореи. Очень нравятся все материалы. И нету вот этой вот обмана китайского. Все сделано из настоящих материалов. Нет никакой имитации. Пианино сделано очень приятно. Очень элегантно и красиво. Ну и вот эта вот вставка тоже, в принципе, смотря автомобили на вторичке, я не нашел ничего такого, чтобы облизало, как было, например, в некоторых моделях Coolray, когда ты видишь хром, а по факту это пластик с пленкой. Основные отличительные черты по сравнению с китайскими автомобилями — это, например, состояние тормозных дисков. Они в идеальнейшем состоянии, никакого ржавого налета нету за 5 лет эксплуатации. Ну и когда мы открываем автомобиль, никакого запаха плохой кожи, обычно в китайцах пахнет рыбой, здесь вообще нету. Возможно, при покупке он как-то и какой-то запах был, потому что я помню, когда тестировал Peugeot 5008, там был такой приятный запах кожи. Ну, даже если за 5 лет он выветрился, это здорово, потому что в китайцах вот этот вот неприятный рыбный запах очень долго не выветривается.
например, на моей практике Haval H6 первого поколения, за 2 года так и запах рыбы не ушел. Ну и на Geely Coolray в моем автомобиле его вообще не было. Но, например, у Дениса, который был на канале, у него за 3 года автомобиль пах как новый, с запахом рыбной кожи. А также, когда вы оказываетесь в салоне Peugeot 5008, мы можем обратить внимание на клавиши на руле. Часто для того, чтобы пользоваться мультимедией и переключать треки, нам понадобится вот такой вот бублик. И хочу отметить, что вот эти клавиши, которыми часто все пользуются, увеличение громкости, они чаще всего затираются. И здесь никакого износа мы также не видим. В моем Geely Coolray на первый год владения клавиша переключения треков уже затерлась. Это я говорю к тому, что качество даже пластика в китайцах намного хуже по сравнению с европейскими автомобилями. А также, благодаря нашим европейцам, у нас есть клавиша центрального замка. Ну и вы можете принудительно открыть с этой клавиши. В Geely Coolray, как мы все помним, автоматически закрывается центральный замок при старте движения. А когда вы машину остановили, например, и если водитель не открыл свою дверь, то все остальные двери не разблокируются. Здесь же мы можем с помощью кнопки это сделать. Этого капец как не хватало в Geely Coolray. И, друзья, вы бы знали, как я сильно удивился, когда увидел этот момент. Кореец смазывал направляющие дефлектора дополнительно смазкой, чтобы ничего не скрипело. Теперь я понимаю, что действительно педант купил автомобиль у педанта. И, конечно же, я этим очень доволен. Ну и по сравнению с китайским автопромом, здесь в автомобиле, если вы посадите на заднюю часть, в задний ряд вы посадите свою тещу, автомобиль поймет дополнительную нагрузку и автоматически скорректирует вам направление ближнего и дальнего света. Ну, то есть автоматический корректор здесь уже предусмотрен, что, опять же, не радует, в отличие от некоторых Chery, в которых вообще нет корректора, ну, либо механический корректор, который есть в Geely Coolray и Manjaro. Также, друзья, я хочу сказать про 3 стадии, о которых я говорил на своем канале владения китайскими автомобилями. Первая стадия, когда все автомобили китайские это лучшие, у них нет вообще конкурентов в зависимости от цены. Вторая стадия, когда ты уже понимаешь, что любой производитель может делать какие-то косяки и нет идеальных автомобилей. Ну и третья стадия, на которой я был, ты понимаешь, что китайцы тебя очень хорошенько обхитрили за твои же деньги. Ну и понимаешь, что есть все-таки нюансы, о которых никто не говорит. Ну и четвертая стадия, на которой я сейчас нахожусь, покупка и владение европейским автомобилем. Друзья, и напишите внизу в комментариях, пожалуйста, кто-нибудь использовал ли на этом автомобиле, либо 3008, проставки для увеличения передней части клиренса. Так как все-таки, я считаю, этот автомобиль внешне только может казаться кроссовером, а так больше идет как минивэн. Видно даже пропорционально, что задняя арка намного выше по сравнению с передней осью. И, друзья, конечно же, посадка. На дальняк я активирую подушку для увеличения пространства. И я еду с очень комфортной посадкой. Сейчас я продемонстрирую. Открываю дверь, машину заглушил, сиденье отодвинулось. Это скрытая опция, о которой я расскажу в другом из видео. Ну и в целом вот так выглядит посадка моего кресла. Сидеть очень комфортно. Ну и самое главное, в автомобиле я смог найти положение, чтобы удобно разместить, всего лишь за 1 сутки. И проехав 2000 километров, спина не болит, тем более релакс-массаж очень сильно расслабляет и восстанавливает спину больную. В целом автомобилем я очень доволен, и он превзошел мои ожидания, которые я в принципе ставил на этот автомобиль. Покупал я его по фотографиям. Эль-Альберт делал мне видеоотчет со всеми косяками автомобиля. Но, конечно же, так как я вижу косяки автомобиля, мало ли кто сможет определить действительно какие-то нюансы. Но в целом машина действительно очень оправдала свои ожидания. По качеству сборки очень все хорошо. Мы можем увидеть дополнительный даже уплотнитель, который мало ставят китайцы даже в машины за 6 миллионов. Ну и, как я говорил, многие владельцы Peugeot
Citroёn очень часто грешили тем, что в нижнюю часть скапливается вода, грязь, и сливные отверстия не справляются, и начинается процесс коррозии. И очень часто люди говорят, что сама проблема идет из этих уплотнений, они пропускают воду. Но, честно говоря, тут я не могу понять, как в этом месте может как-то проходить вода. Но если только в этом углу, но я сомневаюсь, что здесь они будут пропускать всю грязь и влагу, как это было на том же самом Chery Tiggo 8 Pro Max, прямым конкурентом данного Peugeot 5008. У меня есть кореш Ваня Тайм, он тоже на YouTube ведет свой канал, и я думаю, с ним по возможности встретимся и сравним эти автомобили. Я думаю, когда мы с ним встретимся, у нас пробеги на этих автомобилях будут очень одинаковые. Хотя автомобиль он брал за 3,6-3,7 миллиона полностью с автосалона. И, конечно же, друзья, я мог купить за эти деньги с гарантией на 2 года Geely Akavango первого поколения, хотя в Китае он уже есть в рестайлинге. Очень интересный автомобиль в рестайлинге, но когда я его видел первое поколение и снимал на него обзор на канале, честно говоря, мне этот автомобиль вообще не понравился. Но я знаю, что многие будут его покупать, многие будут брать тот же самый двигатель от Coolray, систему батареи от Geely Atlas, 48-вольтовую батарейку, которая очень проблемная, скажем так, и без нее нельзя эксплуатировать автомобиль. В целом, вот такой вот у меня получился ролик и рассказ, как я ушел из китайского автоконцерна Geely в Peugeot Citroën. Ну, здесь мне пока более комфортно. Да, действительно, из минусов здесь более слабое головное устройство, морально оно устаревшее, но всегда можно пользоваться либо Android Auto, либо дополнительными приставками. Это, в принципе, идет компенсация всех этих проблем. Но лучше уж так, чем менять головное устройство на Geely Coolray, Geely Atlas. Оно стоит около 200-300 тысяч. Были замены гарантийные, слава богу, меня это не коснулось, но действительно за свои деньги менять такой узел, как головное устройство, мне кажется, очень проблематично. Ну и самый главный критерий при покупке данного Peugeot 5008 это были запчасти. Они есть, их много и они стоят недорого, потому что этот автомобиль официально продавался в Российской Федерации, и большой, в принципе, запас этих запчастей у нас есть. Также в видео я расскажу, сколько стоит обслуживание данным автомобилем и сколько мне вышло ТО большое для того, чтобы эксплуатировать данный автомобиль. Друзья, если вы хотите купить тоже так же, как и я, автомобиль из Кореи, я хочу для вас порекомендовать компанию, которая смогла мне привезти этот автомобиль, а именно компания N-Car Store. И, Альберт, тебе привет. Спасибо тебе огромное за замечательный аппарат, который ты смог для меня проверить в Корее, а также без проблем его транспортировать до Российской Федерации. В целом, друзья, я точно могу порекомендовать эту компанию. Более детально я сделаю отдельно ролик покупки этого автомобиля, потому что я думаю, этот ролик я и так тоже затянул. Ну и в целом автомобилем я очень доволен. И скидка по промокоду Лилюхин на подбор автомобиля из Кореи составляет 10 тысяч рублей. Так, подбор стоит, насколько я помню, 30 тысяч. С моей скидкой вам он выйдет около 20 тысяч рублей. Альберт съездит и посмотрит стоящие варианты, которые вы подобрали, либо подберет лично он. А также у них есть спецпредложения на покупки новых автомобилей, и они действительно сильно дешевле, чем наши автомобили. Например, BMW X5, который вы можете купить на 3-3,5 миллиона дешевле, чем стоимость в наличии в Москве. Друзья, поэтому я однозначно рекомендую компанию N-Car Store. Не забывайте заказывать автомобиль, а также пользоваться промокодом. Из дополнительных примочек в этом автомобиле отсутствуют датчики давления в шинах. С помощью системы ESP машина считывает обороты каждого колеса, и если вы прокололи в автомобиле колесо какое-либо, оно покажет уведомление, что проверьте сторону, на котором расположен прокол. И действительно он даст уведомление. Почему это я считаю плюсом? Так как, например, в китайцах очень часто у меня выходили из строя датчики, а именно штуцеры. Они закисали и начинали пропускать
воздух. Здесь же такой ситуации не будет. Немного другая технология, но в целом я считаю ее более успешной для эксплуатации в дальнейшем. Да, конечно, ограничивает тот факт, что в автомобиле нету запасного колеса. Придется мне покупать домкрат, ну и дополнительный комплект для восстановления шин. Надеюсь, я с этим не столкнусь со временем, но посмотрим. Дороги мы все знаем, какие в России. Также я очень рад, что в автомобиле очень хороший расход топлива. В моем смешанном режиме при скоростях 110-130 на трассе плюс город в смешанном цикле у меня получается 5,4. Это реальный расход топлива, дизельного топлива. Ну и в целом, также в моем цикле эксплуатации за 2000 километров пробега средний расход 6,8. Имея большие пробки. Бака хватает 56-литрового на 860 километров. Но я думаю, если ехать со скоростью 90 км в час и выключить печку, кондиционер, то мы получим в запас более 1000 километров. Что я не могу сказать, опять же, про Geely Coolray. Они все-таки адаптировали очень плохо автомобиль в плане экономичности, даже на маленьких и высоких скоростях. Вот такой вот обзор на мой новенький Peugeot 5008. Тема моего канала немного пошла в другую сторону, но я не ожидал, что моя семья будет расти, и я не ожидал, что мне потребуется уже более такой большой габаритный автомобиль. Но, друзья, мнение по Китаю у меня немного поменялось. Хоть я и хвалил свой автомобиль, хоть я его и хаял по поводу поломок, но на Китай я на ближайшее время все-таки не хочу смотреть, а точнее владеть. А как наблюдатель всегда, конечно же, интересно, как развивается китайский автопром. Ну и, конечно же, интересно, с чем сталкиваются дальше проблемами владельцы Geely Coolray. По тормозным усилиям в этом автомобиле мне очень все нравится. Французы всегда умели настраивать замечательно тормозную систему. И по тормозам, сравнивая с Geely Coolray, я могу сказать, что тут точно так же, как и в тюнингованном виде были мои тормоза. У меня прирост на Coolray был около 40%, тормозные диски, когда я их поменял на перфорацию. Кстати, в описании будет скидка 5% по промокоду Лилюхин. И контакты также для заказа на Geely Coolray тормозных дисков и колодок будут в описании. И вот когда я поменял перфорацию, мне стало хватать тормозных усилий на тормозную систему. Здесь прям вот точно так же. Тут у нас стоковые тормоза и такое же ощущение, как будто Geely Coolray на перфорации. Поначалу на Coolray мне не хватало катастрофически тормозов в городском стиле вождения. Это была одна из главных причин, почему я поставил перфорацию. Друзья, вот такой вот обзор. Я показал вам свой новенький Peugeot 5008 из Кореи в комплектации GT. GT Line они назывались в России, GT именно для других стран реализации. Спасибо вам большое за просмотр. Напишите в комментариях, что вы думаете, хороший вариант или нет. Я рассказал вам о плюсах и о минусах в этом видеоролике. И минусы, я скажу, они в принципе минимальны. Могло быть намного все хуже, потому что машину я покупал не глядя. Я смотрел за ней в Корее 2 месяца, пока ее выставили. Ну и потом как раз я ее заказал, и за 2 месяца через компанию N-Car Store мне ее завезли. Я очень рекомендую эту компанию, действительно ее проверили очень хорошо. Ну а здесь, так как я являюсь педантом, те моменты, где есть небольшие сколы от зажевывания ремня, есть уже подуставшие ограничители двери, все это в принципе не так важно, смотря на этот автомобиль, учитывая и списывая, что у него пробег был 24 тысячи, а также 5 лет он как 5 лет уже прошло с момента его выпуска. Ну, именно сейчас, когда вы смотрите ролик, ему уже 5 лет. Друзья, напишите в комментариях, как вам мой новый автомобиль. В целом, я буду его дальше модернизировать, настраивать под себя. Ну и надеюсь, он меня будет дальше радовать с семейной эксплуатацией. Самое главное, почему я заказал именно дизельный двигатель и заплатил такую большую стоимость таможенную, только из-за того, что этот автомобиль на дизеле дает замечательную экономическую дает замечательные экономические показатели, а также динамику среди других автомобилей. И я, пересаживаясь с Geely Coolray на этот автомобиль, не хотел потерять именно
в динамике. Вот такой вот, друзья, автомобиль Peugeot 5008. Рекомендую обязательно к покупке эти автомобили. Ну и смотрите, в принципе, я все так же думаю, что китайскими автомобилями можно пользоваться, можно покупать их новыми, но только с гарантией, и если вы их будете эксплуатировать не больше 3 лет. Тогда, в принципе, это не будет бить по вашему карману. Здесь же я более убежден на автомобиле, что я проеду более 5 лет. По момент закрытия покупки машины я закрыл. И дальше я не хочу, не планирую покупать автомобили, особенно в современное время, когда автомобили стоят хорошие от 6,6 миллионов. Например, Volkswagen Talagon. Мне он очень симпатизирует, но за эти деньги, я считаю, лучше уже вкладываться в недвижимость. А автомобиль, я считаю, в настоящее время оптимально покупать до 3 миллионов, максимум до 3,5. Такие автомобили, как, например, Kia Sorento из Кореи. Друзья, вот такое вот видео. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Я рассказал вам все честно, все искренне. С вами был я, Дмитрий Лелюхин. Желаю вам, чтобы ваши кони не подводили вас. Ну и здоровья вам и вашим близким. Пока, друзья. Катится квадрат, днем несколько дел. Вчера не было на бенз, сейчас смотри, полетел. Результат придет, если долго подел. Позади оставив пыль тем, кому на хвосте. Катится квадрат, в нем несколько дел. Вчера подрезали